Всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем укреплять вот такие вот сережки. Для этого нам понадобится емкость с водой. Вот посмотрите, у меня здесь совсем немножко налито. Далее нам понадобится емкость просто пустая, где мы будем размешивать наш клей. Также нам понадобится ложка, кисть и клей. Для работы подойдет любой клей ПВА. Также нам понадобится пробник из тех же ниток и используемых материалов. Вот посмотрите, у меня есть кусочек, я пробовала, и на нем я уже как раз таки испробовала данный метод. Мне понравилось, но хочу отметить, что нитки в любом случае немножко потемнеют. Не сильно, но разница есть. Вы должны учитывать это в своей работе. Ну что же, берем наш клей и выдавливаем его на ложку. У меня он, как обычно, засох, поэтому я просто открою крышку и налью его сразу из баночки. Вот посмотрите, нам нужна обычная чайная ложечка. Клей я налила. Теперь беру пустую емкость и выливаю его туда. Далее мы берем емкость с водой и набираем примерно такое же количество воды. Воды я беру чуть больше и тщательно перемешиваю, чтобы не осталось комочков. Далее мы берем салфетку, расправляем ее, кладем на нее нашу работу и берем кисточку. Теперь мы начнем тщательно пропитывать кружево. Обязательно проходитесь по каждому узелку везде, чтобы у вас вся работа потемнела. Вы сразу заметите отличие. Если этого не сделать, то работа у вас будет просто пятнами. После того, как мы прошлись с одной стороны, мы берем и проходимся также с обратной. Потому что не всегда клей может пропитаться сразу же с двух сторон. Как только мы закончили, нам нужно обязательно промокнуть нашу работу. Я буду это делать до тех пор, пока у меня салфетка не станет почти сухой. Это обязательно нужно делать для того, чтобы у вас лишняя жидкость не скапливалась на вашей работе. Теперь я возьму подставку, на которой я буду крепить сережку. Посмотрите, у меня чуть-чуть криво дуги расположены сверху, поэтому я зафиксирую их иголками. Аккуратно натягиваю работу так, как мне нужно. И оставляю работу до полного высыхания. Посмотрите, моя работа высохла. Теперь мы можем убрать все ненужные иглы. Если требуется, то можно еще раз дополнительно пройтись и отпарить работу. Ну что же, вот такое короткое видео я вам сегодня показала. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.